Всем моим зрителям пламенный привет из теплой Грузии от солнечной Ани, и это мой лучезарный блог. В продолжении своего предыдущего видео, можете его посмотреть по этой ссылке, я решила дополнить список самых известных достопримечательностей Тбилиси. Но на этот раз мы будем рассматривать всякие улицы, проспекты и площади, где любят тусоваться как местные жители, так и приезжие туристы. Итак, поехали! И начнем мы, пожалуй, с площади Свободы. Эта площадь находится у одноименной станции метро «Площадь Свободы». В самом центре площади стоит главный символ Грузии – Георгий Победоносец, копьем пронзающий змея. Именно святой Георгий и является покровителем Грузии. Именно с этого района и удобнее посещать многие достопримечательности. Например, пройдясь немного пешком или проехав на общественном транспорте, можно добраться до Тацминды, Нарикалы, улицы Шарден, парка Риге и моста Мира. Об этих местах я уже говорила в предыдущем видео, не буду повторяться. В общем, много интересных мест в Тбилиси расположено недалеко от этой площади. Проспект Руставели – это центральная улица, которая обязательна к посещению. Здесь расположены самые величественные и старинные здания Тбилиси. Среди них Воронцовский дворец, парламент Грузии, Национальный музей, театр оперы и балета, Тифлисская гимназия, бывшая гостиница Мажестика, сегодня отель Мариот и многие другие. Кстати, именно здесь, перед парламентом, обычно и устанавливают новогоднюю елку. Иными словами, проспект Руставели требует к себе внимания и неторопливой прогулки. Только так можно заметить все его изюминки и детали, поэтому, планируя путешествие по Тбилиси, выделите этой прогулке хоть пару часов вашего времени. Местоположение – станция метро Руставели. Площадь Орбельяни. Оказывается, ее еще называли колхозной, но не суть. На площади раскинулся небольшой сад с фонтаном по центру. Сама площадь славится своими цветочными рынками. Эти цветочные павильоны любят посещать истинные любители флоры, а особый шарм этому месту придает старая архитектура. Недалеко от Орбельяни расположен так называемый Сухой мост, популярный блошиный рынок, а также дом юстиции в виде грибочков. А еще недавно там открыли базар, современный аграрный рынок и фуд-холл, где имеется множество точек питания и можно отведать много всего вкусненького. Расположен этот проспект примерно в 5 минутах ходьбы от станции метро Площади Свободы. Проспект Ахмашенебели сегодня считается одним из самых красивых в новом городе. Его отреставрировали и открыли относительно недавно, однако проделанная работа не заставила себя ждать, и проспект обрел мгновенную популярность. Он пешеходный, с большим количеством иллюминаций, зелени и кафешек. Хотя основное его достоинство заключается в небольших двухэтажных домиках по обе стороны. Изначально заметить их сложно, так как яркие кафе притягивают все внимание на себя. Кстати, примерно в 5 минутах ходьбы и находится та самая знаменитая фабрика, популярное место для тусовок, которыми туристы уже все мозги прожужжали, если честно. Сам проспект расположен у станции метро Марджанишвили. Это самый красивый проспект во всем Тбилиси. Чистая правда. Ну и, конечно же, знаменитая улица Шарден, а также Эреклия II и Коте. Это тоже тусовочное место, напоминающее предыдущие. Здесь вы найдете множество оригинальных кафешек всевозможного направления. Попробуйте вкусную грузинскую и европейскую кухню, а главное, отведаете хорошее местное вино. На этих улицах царит дух отдыха, радости и веселья, поэтому прогуляться здесь стоит, тем более, что они являются частью старого Тбилиси. А дойти до них можно также со станции метро Площадь Свободы в 15 минутах ходьбы. В общем, все сводится именно к этой Площади Свободы. Я же говорила, что все рядом. Как видите, я вас не обманула. Кстати, недалеко от Шарден есть
Мейдан-базар, где можно купить всякие сувениры. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, где вы бывали, что вам понравилось. С интересом почитаю о ваших впечатлениях. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Спасибо за внимание. До скорой встречи!